Очередное чрезвычайное происшествие среди мобилизованных артистов. На этот раз героем колоссального скандала с летальным исходом стал российский композитор Дмитрий Юрьевич Маликов. На данный момент мобилизованный артист находится в шоковом состоянии, рыдает и не может найти себе места, ведь по его вине погиб человек. Дмитрий постоянно твердит, что впереди только смерть, и он не сможет пережить случившееся. Дмитрий Юрьевич в какой-то степени повторил печальный подвиг Леонида Агутина. Сегодня утром во время спецтренировки по вине российского композитора погиб молодой 25-летний мобилизованный из Нового Уренгоя. После трагического случая начальник военного комиссариата сделал громкое заявление. Мобилизация известных артистов – это большая ошибка. Актеры – люди творческие, неорганизованные и вспыльчивые. Случаи с Дмитрием Маликовым и Леонидом Агутиным – это прямое подтверждение моим словам. Стали известны подробности шокирующей трагедии. После колоссального скандала в семье Маликовых, когда дочь Стефания осквернила могилу Владимира Высоцкого, Дмитрий Юрьевич принял добровольное решение о мобилизации. 3 дня назад Дмитрий Маликов наряду с другими известными артистами, такими как Сергей Глушко, Антон Макарский, Даниил Страхов, Тимур Батрудинов, Константин Хабенский, Сергей Зверев и Евгений Сидихин, приступил к работе в военном театре. Дмитрий Юрьевич никогда не служил в вооруженных силах и не имеет никакого понятия, как пользоваться огнестрельным оружием. Коллеги и друзья артиста считают, что Дмитрия Маликова в связи с его безупречной репутацией могли просто подставить. Стало известно, что сегодня утром Дмитрий Маликов проходил обучение по сборке и разборке автомата Калашников. В учебной комнате находилось несколько мобилизованных и российский композитор. После завершения сборки Дмитрий, как и положено, произвел контрольный выстрел. Автомат оказался заряженным, и пуля попала в колено рядом стоящему мобилизованному. 25-летний мобилизованный Сергей Артюхов от болевого шока скончался на месте. Полиция арестовала всех мобилизованных, которые находились в комнате, и российского композитора. По записям видеокамеры было видно, что Дмитрий Юрьевич во время сборки автомата несколько раз покидал учебную комнату. За время отсутствия артиста автомат вполне могли зарядить. Кто это сделал и кому это нужно, пока неизвестно. Ведутся следственные работы. Напомним, что в семье Дмитрия Маликова совсем недавно произошел другой колоссальный скандал. Стефания Маликова вместе с друзьями ради пиара собственного видеоканала на Ваганьковском кладбище демонтировала памятник Владимиру Высоцкому и раскопала его могилу.